Уже не первый раз я рассказываю о федеральной программе вербовки студентов на войну. Как в российских вузах и колледжах молодых людей и даже подростков массово уговаривают подписать контракт якобы в войска беспилотных систем, но на самом деле просто в воюющую армию, в том числе и в штурмовую пехоту. Ранее я предложил нашим зрителям-студентам написать нам и рассказать, как эта кампания проходит у них. И нам написали. Пришло более 2500 сообщений от студентов, их знакомых, от преподавателей. Сообщения шли со всей страны. Москва, Сахалин, Алтайский край, Питер, Самара, Нижний Новгород, Дагестан, Мурманск, Татарстан, Дальний Восток, Сибирь. Есть сообщения даже с Сахалина и из Калининграда, то есть буквально с разных концов России. Это совершенно точно федеральная программа, не частная инициатива, не особенность отдельных университетов и колледжей или регионов даже. У нас есть данные о сотнях учебных заведений по всей стране. В карту мы включили только обращения, а на деле же почти во всех регионах найдутся учебные заведения, которые сделали хотя бы одно объявление с рекламой в этих вот войск беспилотных систем. Еще мы включили в карту также сообщения из школ, где на войну вербуют еще несовершеннолетних старшеклассников. Сообщений об этом нам прислали немало. Были сообщения с оккупированных территорий Украины, их мы тоже включили. Мы все их вместе собрали и проанализировали. Для нашей редакции производство самостоятельных журналистских материалов не особо профильный формат, но тут мы решили сделать исключение. Вся работа наша собственная, основанная на материалах, которые вы прислали нам. Ни у кого больше этого нет. Полной картины мы составить, понятное дело, все равно не можем. Но то, что у нас уже есть, позволяет представить, с чем именно мы имеем дело. Мы теперь знаем даже, как распространялась эта волна давления на вузы. Знаем, что вербовщики резко активизировались в феврале, но первые попытки были в январе, а самые ранние, о которых нам рассказали, еще осенью прошлого года, видимо, тестировали. Российские власти пытаются провернуть эту историю тихо, не привлекая общественного внимания. Без скандалов и социального напряжения. Мол, если студент взял и ушел на контракт, это, мол, его частное дело. Никто, кроме студента и военкома, об этом говорить не должен. Вот сейчас мы обо всем этом и расскажем и подробно разберем. Перед тем, как перейдем к основному разговору, напомню, по ссылке в описании мы собрали способы, как вернуть себе нормальный интернет в России. Мы регулярно их обновляем, следим, чтобы там все работало. А спонсирует это дело MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которыми можно расплачиваться криптой, как обычными деньгами. Когда к нам пришли первые несколько сотен сообщений о вербовке, и мы начали разбираться, стало ясно. Вся эта активность идет по вполне конкретному плану. И больше всего она похожа на маркетинговую кампанию. Государство буквально выстроило воронку продаж и теперь наращивает конверсию, чтобы вытрясти из вузов побольше студентов в армию. Начинается все с рекламы. Контракт рекламируют на досках объявлений, на стенах университетских корпусов, на остановках рядом с кампусами. Буклеты и листовки с изображением дронов раздают в руки или кладут стопкой на видном месте. Практически стандарт – большое объявление на сайте вуза. Если есть страница во ВКонтакте или канал в Телеграме, объявление, вероятно, будет и там. Вот, например, канал университета Росбиотех. Один за другим идут стандартные рекламные посты. Идите, мол, служить в войска беспилотных систем. Реакции под такими постами в основном отрицательные, поэтому СММщики ищут другие подходы. Например, пост делают о Спартакиаде, и в него вставляют совершенно неуместное упоминание войск беспилотных систем со ссылкой на вербовочную рекламу. Или пишут пост о гражданском применении беспилотников, предлагают обучение, а ссылка в конце поста все равно ведет на рекламу службы по контракту. На всякий случай, если вдруг студенты не заметили, что упускают такую прекрасную возможность, которая им предлагается, им еще и спам-рассылку устраивают на почту и в личный кабинет, если они есть. Однако весь этот информационный шум почти не приносит результата. Очень многие говорят, что и они сами, и другие студенты понимают, чем грозит повестись на эту замануху. И поэтому на каком-то этапе в ход идут личные продажи. Причем государство в лучших маркетинговых традициях свою целевую аудиторию изучило довольно хорошо. Поэтому почти сходу старается объяснить, что в интернете о настоящей сути контрактов рассказывают сплошные слухи и вранье. Образец контракта у нас вот. У кого будет желание почитать, пожалуйста, мы ни от кого не скрываем, вы можете даже сфотографировать.
Момент какой? Почему я его всегда беру с собой? Потому что сейчас в интернете часто начали появляться фейки, что там типа в контракте что-то не так написано, что вас обманут, что вы будете до конца СВО. Нет. Это неправда. Студентам устраивают встречи, групповые или поодиночке, с вербовщиками. Иногда это некие военные, иногда преподаватели или административные сотрудники вуза. И встречи с ними дело ни разу не добровольное. В последнее время зачастились с беседами представителями ВС РФ. Такие познавательные встречи проходят каждую неделю. В последний раз преподаватели пришли перед большой переменной в аудиторию, встали у прохода и запретили студентам из нее выходить. Мне и другим студентам с академическими задолженностями сказали явиться в другое здание вуза, взять с собой приписное и типа сверить документы. Явиться сказали под угрозой отчисления. Вот буквально пару дней назад к нам в вуз приходили люди в погонах, но вербовали они не обычных студентов, а людей с академическими задолженностями, которые уже чуть-чуть и до комиссии идут, то есть потенциально вылетают из вуза. Администрация вуза согнала всех таких кандидатов на вылет на собрание, которое не посетить было нельзя, и люди в погонах агитировали уже их. Такая настойчивость вузовского руководства понятно откуда берется. Вузом спустили из центра план по вербовке студентов. Мы это знаем в том числе из сообщений от преподавателей, которые тоже нам писали. Довольно маленький техникум, но тоже проводят вербовки. У них имеется план, нужно 3-4 человека отправить по контракту. Вузы спустили разнарядки, наш вуз должен 103 человека завербовать. Так что макс это меньше из зол, что требуют от вузов. Сейчас один из преподов в вузе сказал, что пару дней назад во многие вузы, в том числе и наш, пришло сверху распоряжение, по которому 50 студентов в месяц должны подписывать контракт. В ДГТУ, в вузе, о котором на канале мы уже упоминали, пошли еще дальше. Там планируют сформировать аж 2 батальона из студентов, лаборантов и работников вуза. В этом признаются сами вербовщики. Следующий момент. Ректор договорился с Главным управлением кадров, кто именно это формирует. Это в Москве находится это учреждение. О том, что будет сформировано 2 батальона по беспилотным системам именно, то есть все ДГТУшники, все, кто идет от ДГТУ, это не только там студенты, это также идут там лаборатории всякие, кто в лабораториях и так далее, они попадают все в одно место. Этот момент, что есть план и что на вузы давят, требуя его выполнения, делает ситуацию с вербовкой студентов особенно опасной. Руководство вузов, оказавшись под давлением, начинает в свою очередь давить на студентов и проявлять инициативу. И административные возможности для этого у руководства вузов вполне имеются. Особенно уязвимы перед таким давлением студенты с хвостами. Им можно затруднить или перенести пересдачу, сократить сроки отработки долгов. Недавно в сети разошелся жуткий совершенно ролик. Преподаватель московской Бауманки хвастается, что отправил должников на смерть. Короче, 7 было всего, 5 я отправил нахуй. Из них 4 пацаны, 1 девочка. То бишь у нас 4 человека ушло в армию. О, бамоночка. Понимаешь, все вы довольны, поиздевался над людьми, а мне еще за это заплатили. Многие студенты, когда хвостов слишком много, берут академ, чтобы в течение года исправить положение. И в некоторых вузах этот путь перекрывают. Есть даже сообщение, что появились рекомендации для преподавателей заваливать студентов. Один из наших собеседников назвал это кампанией по отчислению. Во-первых, в руководстве института началась активная кампания по отчислению. Студентов старших курсов меньше щадят, стараются отчислить, в процентном соотношении больше. Но стоит оговориться, что немало в руководстве все понимают, и если есть возможность, студентов щадят. Во-вторых, на директоратах открыто предлагают подписать контракт. Восстановление отказывают прямо, либо восстанавливается у черта на рогах, либо контракт, и через год обещают восстановление. Есть у нас конкретные лица, которые напрямую исполняют планы по набору. В частности, наш декан ГАТ, что сначала пытался выставить присоединение Крыма как полностью правильное правомерное деяние. Да, это юридический вуз. И вот это чудо отчислило одногруппника на комиссионной пересдаче со словами «либо отчисляем, либо подписывай контракт, и через год восстановим на том же курсе». Человек, потративший несколько лет на получение образования, ставится перед выбором. Или отчисление и сразу срочная служба в армии, или этот якобы льготный, якобы безопасный контракт. Всего на год.
а вместе с ним закрытие хвостов по учебе, и год в армии, значит, пойдет в зачет, и будет диплом, деньги, льготы и все такое. Только подпиши. По сути, теперь после нововведений для медиков у должников будет два пути – отчисление с миллионным долгом, либо СВО, так как оно будет считаться уважительной причиной для академического отпуска. Сейчас ведь после закона об отработках для врачей все студенты по умолчанию являются целевиками. Все, даже бюджетники и платники, должны будут отрабатывать до 3 лет, а если будет отказ от отработки, или если студент отчислится во время обучения, то нужно полностью компенсировать стоимость обучения. Речь тут может идти о нескольких миллионах долга государству. Сумма очень большая для любого россиянина. И получается, студент-медик с хвостами вполне может оказаться в тупике. Либо он должен государству баснословную сумму и идет в армию срочником, либо берет эту баснословную сумму у государства и идет на контракт. И в подарок ему хвосты закроют и якобы восстановят в университете. В такой ситуации особенно легко поверить, что это не вот в штурмы, а просто кнопки нажимать. Особенно, когда прямо во время агитации военные дают тебе в руки пульт, попробовать поуправлять дроном. И перед тем, как врать в лицо, клянутся офицерской честью. Мол, это шанс, никакого обмана, все в порядке. Я, как человек военный, 30 лет служивший, да, звание подполковника, я вам скажу честно, это у нас всего было 2 рода войск: ракетно-морского стратегического назначения, космические войска. Теперь это отдельный род войск, войска беспилотных систем России. И, значит, вот под камеру вам говорю сразу, я вас тут не заставляю, я вас тут, говорится, ничего, говорится, такого противозаконного не говорю, я до вас довожу информацию. В этом году, значит, уникальная возможность заключить спецконтракт вместо срочной службы на 1 год. Обещали, что все безопасно, противника только в монитор увидите, всему обучат, все расскажут, все покажут. Запускали дрон в аудитории. По одному заводят в кабинет и говорят, что они видели этот контракт лично, все там проверили, реально служба год. Управление дронами идет либо из Москва-Сити, либо за 50 километров от линии соприкосновения из бункера на глубине 30 метров. Сами презентации в разных вузах очень похожи друг на друга. Очевидно, что над материалами работали централизованно и не без помощи маркетологов. Когда мы пришли в актовый зал, на сцене стояли макеты дронов и ноутбуки с запущенными симуляторами БПЛА. После того, как все собрались, на сцену вышли ветераны и начали нам рассказывать о том, что после окончания обучения мы вместо службы в армии сможем пойти в войска БПЛА. Послужим год и вернемся на гражданку. Так еще и 6-7 миллионами в кармане. После чего нам показали видео вроде «Наши мужчины сделаны из отваги, доблести и чести, а не из маникюра и рафа на кокосовом молоке». После чего всем предложили попробовать себя операторами БПЛА на том самом симуляторе. Здесь сейчас прервемся на небольшую рекламу VPN-сервиса. Посмотрите. В 2008 году «Репортеры без границ» впервые отметили Всемирный день против киберцензуры. Каждый год 12 марта активисты призывают руководство стран отказаться от фильтрации и цензуры в сети. Кстати, «Репортеры без границ» также публикуют индекс свободы прессы в мире. И вот согласно ему, в 2025 году Россия там оказалась аж на 171 месте из 180. Ниже, чем многие страны Африки. Цифры неутешительные, но интернет все еще может оставаться свободным лично для вас, если использовать правильные инструменты. Например, VPN наружу. С ним работают и YouTube, и независимые медиа, и мессенджеры. Сервис создан командой, которая понимает, как работают блокировки в России. VPN наружу быстро разворачивает серверы и обновляет протоколы в случае изменения в блокировках. Сервис пережил все их типы. VPN наружу не нужно отключать, чтобы зайти в банк или на госуслуги. Все работает одновременно, что очень удобно. Одна подписка, 10 устройств. Можете подключить VPN себе, семье и еще для друзей останется. Установить можно на любое устройство, хоть на телевизор, а оплатить российскими картами. Не подойдет? Вам вернут деньги. В честь Всемирного дня против киберцензуры скидка 30%, а чтобы протестировать сервис, дается 7 дней бесплатного доступа, без привязки карты. Ссылка на VPN наружу в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым и делать такие материалы, которые мы считаем нужным делать. Продолжаем.
У нас много не только сообщений, но и видео и аудиозаписей таких мероприятий. И мы вам предлагаем самим убедиться в поразительном сходстве вербовки в вузах, которые разделяют сотни, а иногда и тысячи километров. В начале презентации вербовщики часто стараются объяснить, почему государство именно к ним, молодым, прицепилось. Дело, мол, в том, что старшее поколение не потянет джойстиком орудовать, а вы, продвинутые пользователи компьютерной мыши, дескать, сможете. И, как сказали, в эти ряды берут молодых людей, потому что вы более опытные в плане сегодняшнего современного наличия гаджетов использования. Говорят, девчонки еще лучше, миниатюрнее в этом разбираются, чем юноши, да, то есть те же самые, да. Ну, собрались молодые люди, мы набор осуществляем лиц от 18 до 45 лет, но именно в операторы беспилотных летательных аппаратов мы берем до 35 лет. Желательно люди, которые имеют опыт общения с компьютером, опыт с игровыми системами, основная рабочая, манипулятор типа геймпад. Возможен джойстик, также для больших разведывательных самолетов используется просто мышь. На самом деле вербовщикам нет разницы, вербовать студента или человека предпенсионного возраста. За всех платят одинаково, всех в одну топку бросает. Но если убедить аудиторию, что именно к ним Минобороны отнесется по-особенному, бережно, как к ценному ресурсу, то шанс кого-то уговорить возрастает. Мол, вы нам нужны для особой задачи, не на убой. Это только для молодых такие условия. Спешите, мол, для других недоступно. Дальше студентов убеждают, что светит им вообще не тот трэш и ужас, который прошли сотни тысяч мобилизованных и завербованных. Нет, студенты якобы будут служить, значит, совершенно безопасно. Вы даже не поверите, насколько. Понимаете, да? Ну, если оператор БПЛА, это он будет работать примерно на удалении нескольких десятков километров от линии боевого соприкосновения. Инженеры будут еще дальше, техники будут еще дальше. Ну так, чтобы вы понимали. Да? Работать придется на благо вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому есть определенные риски, но, грубо говоря, мы вам предлагаем работу удаленно. Боевого соприкосновения и с минимальным риском, скажем так. Такая вот удаленка. И вот в таких прекрасных условиях, в полной безопасности и в комфорте, предстоит провести всего-то год. Вербовщик лично вас заверит, что год, и даже бумажку покажет, где написано «год и не больше». Значит, служба в течение 1 года, то есть не больше, заключаете контракт, и в этот 1 год входит учеба же, 3 месяца, да, то есть который идет, получается. Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка. Для пущей убедительности вербовщики могут сами вскрыть карты, дескать, на обычных контрактах уволиться не получится. Правда, потом обязательно оговорятся. Вы, дескать, не подумайте, контракт в войска беспилотных систем — это совсем другое дело. Напомним тут, конечно, что это совершенно то же самое, и разорвать его никак нельзя. Что бы ни говорили вербовщики, и что бы ни было написано в приложении. Нет, это не год, это навсегда. Также мы предлагаем заключение контракта, которое вы заключите с Министерством обороны. Это будет срочный контракт, который будет на год. Через год вы имеете полное право уволиться, несмотря на то, что закон о мобилизации действует до сих пор. Ни один военнослужащий уволиться не может, а людей, которые подписывают спецконтракт в войска беспилотных систем, имеют право уволиться через год. То, что заключается контракт на 1 год без пролонгации, то есть там не будет
как вы знаете, то, что если человек заключает контракт, то он автопролонгируется. Так вот, на этих особых условиях не будет такого, чтобы контракт был продлен, так как это указано в приложении, которое я привез с собой, там все указано. А потом вербовщики начинают расписывать, что студенты получат, если согласятся на этот сказочный контракт. В ход идет все: и ветеранский статус, и бесплатный проезд, и почет и уважение, которые якобы светят участникам войны. Не светят, как и все остальное. Но главное, 2 пункта. Будет много денег и решатся все проблемы по учебе. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч. Ежемесячная выплата, то есть за время вашего же обучения на этих курсах. В принципе, даже наш вуз выделяет тем ребятам, которые пойдут служить, 50 тысяч. Место за вами остается. Значит, как сказал ректор, сам обеспокоится о вашем дальнейшем обучении, если вы пойдете туда. Плюсом всего того, что мы предлагаем, это сейчас увеличилась выплата со вчерашнего дня тем, кто заключает контракт именно в подразделении беспилотных систем Ленинградского военного округа. Город платит 4 миллиона рублей. Это, я думаю, нормальное начало жизни. Это, возможно, вам решит какие-то жилищные проблемы. Единоразовая выплата 1 900 000 от правительства Москвы и 400 тысяч от Министерства обороны будет выплачено вам. И за год службы у вас выйдет от 5 миллионов 300 тысяч. Единовременные выплаты от федерального бюджета 400 тысяч. 2 миллиона 300 тысяч. Также единовременная выплата выплачивается государством. И далее ежемесячные выплаты в размере от 220 тысяч рублей. Ну, то есть солидная, да? Солидная поддержка. Кроме того, статус ветерана боевых действий, военная ипотека, бесплатное лечение, бесплатный проезд. Этот год военной службы засчитывается вам как прохождение службы, которую вы должны пройти в любом случае, наверное, многие из вас, да? Так или нет? Но год засчитывается за 3. Год за 3. Эти 3 года потом идут вам в трудовой стаж. Переход на бесплатное обучение на факультетах и филиалах. Если вы в данное время обучаетесь на коммерции, то вас потом переводят на бюджет. Отдельно проговаривается, что можно дополнительно заработать бонусы за трофейную технику противника. Очень сильно они обращают внимание на выплаты за уничтожение техники. Я думаю, что это для того, чтобы создать впечатление того, что ты как будто по лесу пирожки собираешь. Это целый расчет, который действует стационарно. Это понятно, да? Он что-то расслабился совсем. Повторюсь, это были записи, вербовки не в разных вузах одного города, не в соседних областях, а в некоторых случаях даже не в одном федеральном округе. Эти записи нам прислали из вузов, между которыми от сотен до тысяч километров. И формулировки, которые мы слышали, иногда идентичны вплоть до запятой. Во всех презентациях есть иллюстрации, демонстрационный элемент, налажена работа с возражениями. Очевидно, большинство студентов в курсе, что сейчас, во время вялотекущей, но не отмененной мобилизации, все контракты бессрочные. Именно на эти возражения и отвечают, ведь студенты часто напрямую говорят об этом вербовщикам. Мы уже приводили пример в начале сегодняшнего разговора, где вербовщик принес с собой экземпляр контракта. Послушаем другой пример. Он чуть дольше минуты, но важный. Есть такой момент, не буду кривить душой. Но это зависит больше от военкомата, потому что все военкоматы – это Министерство обороны, абсолютно все. И, соответственно, когда вы идете в районный военкомат, оттуда, в областной и так далее, там уже люди на местах получают квоты, где сколько людей нужно. То есть, если вы конкретно прописали, то есть не на словах договорились с кем-то,
что я хочу беспилотниковые, а меня потом забыли про беспилотник, а конкретно то, что, ну, как заявление, да, на гражданском языке. То-то, беспилотные войска. Все. Момент. Вас никто не заставляет подписывать ручкой контракт, когда вот вам в уши говорят, что вы беспилотник. Но если в контракте прилагаем к ней бумажки, к этому контракту ничего нет, не надо подписывать. Надо просто, вот ты взял, согласился на беспилотник, прочитал контракт. Контракт он типовой, да, спора нет. К нему до соглашения, до приложения будет. То, что там должен пройти обучение на базе там-то, там-то, с последующим распределением туда-то, туда-то. Про беспилотный говорим. Вот если в таком случае, ты подписываешь, и все хорошо. Но если, как говорится, непонятно что, на словах, то не советую. Вот такой пример продуманной работы с возражениями самый опасный. Тут и уверенный рассказ о том, что некий доп-контракт всему голова, а также мнимая забота, мол, на словах не договаривайтесь. Хотя понятно, что все это полная чушь. Что бы там ни было в доп-контракте, в основном контракте, где бы то ни было, все равно над всем этим стоит указ президента, который не позволяет завершить контракт, чтобы в нем не было написано. А вот, посмотрите, пример художественной вербовки. Человек в военной форме прям историю рассказывает про студента, который деньги с государства взял, все плюшки получил, а воевать его заставить не смогли. Материал получился длинный, но его стоит послушать целиком, чтобы понять, какие бывают прям вот совсем манипуляции. Именно этот документ регламентирует факт того, что запрещено переводить мальчишку в другое подразделение. Мы взяли студента, он получил свой, я не буду говорить город, населенный пункт с учебным заведением, мальчишка. Получил единовременно, подписал спецконтракт, по академии ушел, получил единовременную выплату. Мы его на обучение, там написано, в течение 3 месяцев определить его специальность. Он не смог, не захотел. Согласно спецконтракту, я обязан его перевести внутри полка в подразделение обеспечения. Водитель, если неверно рассказывал, пильщик, подразделение логистики. Это понравился пильщик, да? Соответственно, пильщик — это тот, кто дрова пилит, такая есть должность. Пильщик, подразделение обеспечения, да, в полку беспилотных систем по спецконтракту. Соответственно, мальчишку начали переводить внутри полка, не в пехоту, в полку беспилотных систем. Он и там забил. Если бы раньше я мальчишку взял, куда его куда? В пехоту, в шторма. Не могу. Запрещено. Программа не выдает. Любой перевод, это заполняется рапорт, отдается дяде в кадры, это вбивается в программу. Программа выдает ошибку, я не могу его перевести. Как это такое? И теперь с этим подонком я буду служить год. Я либо его воспитаю, либо в тюрьму посажу. А знаете, почему в тюрьму посажу? Потому что он прилюдно отказывается выполнять приказ. Это уголовное дело. Но только приказ, я не говорю ему, бери автомат, иди в штурма. Нет, не имею права. Законом не имею права. У меня на секундочку ребенку 12 лет, присесть за какого-то дурака в тюрьму, чтобы испортить будущее своему сыну, ну хорош. Ну просто даже логику включите. Поэтому вот я работаю гарантом, не имею права я куда-то переводить парнягу из подразделения беспилотных систем. Ну тут в конце вербовщик сам почувствовал, что заврался, и ему уже никто не верит. Стал придумывать, что ему теперь с этим воображаемым студентом делать, как бороться. В тюрьму, что ли, посадить? Но встречается такая изощренная агитация довольно редко все-таки. Куда чаще вербовщики теряются, переводят тему или отвечают шаблонно. Директор нашего института ходит с папочкой в руках и, видимо, классической методичкой. Контракт годовой, в сети распространяют ложную информацию о контрактах и так далее. Враг. Заявить то, что все условия контракта будут соблюдены, которые вот я привез в приложении. Вы можете после презентации подойти, ознакомиться с данным приложением. Иногда презентация проходит не как обычно. Вербовщики явно чувствуют, как настроена аудитория, что студенты троллят их и посмеиваются над ними. И если вербовщик прям энтузиаст СВО, нервы у него могут и не выдержать. И тогда в ход идут оскорбления, угрозы, упоминания Родины и фашистов, конечно. Вот выразительный эпизод. В какой-то момент вербовщик спрашивает скептично настроенных студентов, мол, есть ли тут мужчина или нет.
Студенты насмешливо отвечают: нету. И начинается. И вы сидите спокойно, ха-ха-хи-хи. Есть тут мужчина или нет? Нет? Мне стыдно за вас. Снимите брюки, оденьте юбки и повесьте себе бантики. И бороду себе полите, чтобы не было вот этими бруталами. Бороды отпускаете. Какие вы мужчины? Вы кто? Вы себя кем позиционируете? Вы кто? Вы нация какая? Вы себя уважаете? Вы перед вашими предками, родителями вам не стыдно? Там деды в могилках лежат и говорят: мы за кого погибли? За вот этих слюнтяев? Или как? Вы на Пасху поедете на кладбище к деду. Вы что будете ему говорить? Дед, да извини, ты помер зря. Тебя зря сожгли там в сарае, твою бабушку и там моего прадеда, фашисты. А они не забыли своих предков. Они их чтут, в отличие от нас. Они сделают факельное шествие. Они свастику себе колят. И не только на теле, в сердце у себя колят эту свастику. Идеология у них такая. А где наша идеология? Вы немножко подумайте, чьи вы потомки. Как вы будете смотреть девочкам своим в глаза, когда их будут насиловать? У кого есть девочка? Есть? Ну представьте, как ее будет насиловать фашист. Подумали об этом? Как вашу мамку будут издеваться? Фашисты, я вам еще раз повторяю. Нацбатальоны — это фашисты. Это настоящая отборная дивизия СС, как было в Великую Отечественную войну. Это самые жестокие отборные фашисты. Понимаете? Нет ничего святого, нет ничего человеческого. Любой враг достоин уважения. Любой. И даже если ты хочешь его победить, это надо сделать гуманно. Не издеваться. Над нами издеваются, а мы терпим. И каждый из вас сидит и думает: ну и ладно, меня не касается, я поступил в институт. Половину из вас и в институте еще вдобавок не учатся, спекулируете, работать ходите. Отдельный отвратительный момент. Иногда в конце презентации студентам предлагают также заняться вербовкой и зарабатывать на этом. Есть еще такой момент рекрутерства. То есть, если вы не идете сами, то можете приглашать от вуза, от нашего ребят, которые захотят пойти. Значит, и вам выплатят или 100 тысяч за одного человека, если вы приведете человека с нашей области, и 500 тысяч, если вы приведете человека с другой области, по-хорошему. После презентации вербовщики собирают обратную связь от студентов. Иногда это простой список, в который вносятся фамилии присутствовавших и делаются пометки, удалось ли их убедить. Иногда раздают анкеты, в которых надо указать, согласен ли ты заключить контракт, а если не согласен, то почему. Студенты же все прекрасно понимают и вербовщиков троллят. Например, так. Эта история с анкетами и списками довольно мутная. Понятно, что по большей части эта работа ведется, чтобы у вербовщика была база, которую можно обзванивать и уговаривать. Но нам попадалась и вот такая история. В колледже предлагали контракт. Говорили про дроноводов. То, что новые войска, то, что всего на годик. После чего попросили подписать одну вещь. После чего я пошел смотреть, что там подписывать, а наш заместитель декана начал закрывать рукой верхние строчки. Я подписал не своим именем, не своим почерком. Как оказалось, это согласие о том, что я прошел 3-месячный курс дроноводов. Ставить подпись в списке или заполнять анкету студентов буквально заставляют. И нужны моральные силы и готовность сопротивляться, чтобы от этого отказаться. Но не подписывать ничего на вербовках – самая верная стратегия, буквально стратегия выживания. Такие обоснованные отказы или необоснованные любые отказы не грозят ничем, а подписать непонятную бумажку под давлением – это в любой ситуации опасно, тем более, когда вас вербуют на войну, чтобы отправить там непонятно зачем штурмовать безымянную украинскую деревню. После публичных мероприятий начинается этап персональной работы. Тем, кого вербовщики сочли перспективными кадрами, начинают звонить, писать, назначать новые встречи. Иногда это делают сами военные, которые проводили презентации, а иногда преподаватели или какие-нибудь завучи. У меня есть долги по учебе, и универ эти данные передает в военкомат по моему региону. И представители военкомата начинают звонить и предлагают службу в войсках БПЛА. Когда звонили, говорили, что, может, вместо того, чтобы сдавать долги, подпишешь контракт? Если отказываться, начинают расспрашивать, где работаешь и так далее. Есть даже эпизоды, когда вербовщики звонили родителям студентов. Проводили внушение и просили повлиять на детей, чтобы те шли на войну.
Я не совсем студент, отчислился осенью. В 20-х числах декабря моей маме начали звонить с военкомата, вешать лапшу про безопасные беспилотные войска и уговаривали ее, чтобы она убедила меня подписать контракт, при том, что я даже повестку на срочную службу не получал. Повезло, что в моей семье все понимают, но, думаю, были случаи, когда через родителей успешно давили на вчерашних студентов. Есть и хорошие новости. Большинство тех, кто нам писал, сообщили. Не только они сами, но и их однокурсники держатся от этого хваленого контракта с Минобороны как можно дальше. Хотя в основном студенты все прекрасно понимают, еще раз скажем. Мы не должны недооценивать желание государства втравливать молодежь в кровавое безумие свое. Российскому руководству нужны люди на фронте. И нужны люди именно в штурмы в основном, потому что там больше всего людей гибнет. И государство сделает все, чтобы людей получить. Будут давить, уговаривать, приводить рациональные аргументы, пафосно говорить про родину и долг. Брать в сообщники преподавателей. Не все согласятся, но кто-то может. А преподаватели, как ни крути, фигуры авторитетные. Трудно допустить, что препод, который у тебя вел английский или сопромат, умный и солидный взрослый человек, будет врать тебе в предельно важных вещах, подставлять и заманивать в ловушку. Вербовщики будут давить и на материальное положение. 5 миллионов или сколько они там пообещают, немалые деньги для нашей страны. Поможет родителям, скажут они. Будут деньги на первый взнос за квартиру. А в некоторых регионах можно квартиру и купить прямо сразу. А еще отсрочки косить не придется, и академические долги не надо закрывать. Можно прикинуть и решить, что сделка слишком уж выгодная, чтобы не согласиться. Но это все гнусное совершенно вранье. Вас будут стараться уговорить, запутать, загнать в угол. Но ваше будущее, вообще вся жизнь, следующие 60 или 70 лет, семья, дети, вообще все, что будет с вами после, будут зависеть от того, поверите вы им или нет. В ситуации, когда все вокруг трубит об одном, о том, что контракт – это ваш шанс, даже самые убежденные могут засомневаться и задуматься, а может, не так страшен черт, как его малюют, и рискнуть, подписать в итоге контракт. Раз уж так убеждают, не могут же все врать, и военком, и ректор в выступлении на презентации, и тетя из деканата, написавшая в личку. Так вот в этом случае нужно прямо спросить себя, а вот эти все люди, которые так настойчиво предлагают уникальную возможность, они сами-то в нее верят? Они правда думают, что государство готово платить миллионы за кнопочную работу из бункера под Кудыкиной горой? Не требует соискателей ничего, кроме аттестата за 9 класс. И раз они в самом деле так думают, то почему сами не идут? Не хватаются за этот шанс? Год, и можно купить квартиру в Чебоксарах, 2 года – 2 квартиры, 3 – уже можно квартиру в Москве, в своем жилье можно жить. Так почему же все эти внушающие доверие люди сами не на контракте? Раз все это надежно, выгодно и безопасно, и выйти из дела можно через год. И мы ведь знаем почему. Потому что это чистый разводняк, вранье. Вербовщики знают, что контракт – это путь в могилу. Они сами туда не собираются. Они себя не на помойке нашли, еще пожить хотят, да с деньгами. Но считают, что не грех заработать, отправляя на смерть вас. Так что будьте особенно внимательны и бдительны. Не гуляйте по железнодорожным путям, не трогайте оголенные провода и не подписывайте бумажек с гербом Минобороны. В конце хочу сказать вот что. Наши собеседники-студенты, да и преподаватели, говорили с нами о разном, подсвечивали разные нюансы вербовки, описывали разные на эту вербовку реакции. Но было нечто общее во многих сообщениях. Написавшие их чувствуют себя одинокими, в одиночку противостоящими системе. Чувствуют, что другие люди, даже в ближайшем окружении, не разделяют их убеждения. И это заставляет сомневаться и в себе, и в своей оценке происходящего. И я хочу всем сказать, на самом деле вас много, очень много. Вы разделены, и с этим сейчас трудно бороться. Но более 2500 сообщений в нашу редакцию написали люди, которые думают так же, как вы. Нам написали тысячи молодых людей, которые рассказали, что среди их одногруппников никто не поверил тому, что говорят вербовщики. Мы видим, что множество студентов по всей стране считают, что эта вербовочная кампания – прямая угроза для них и их соучеников.
Нам даже показали коллективные письма в Министерство образования с требованием прекратить давление на студентов с целью принудить их воевать. Такие же студенты, как вы, защищают себя и других. И, возможно, это происходит совсем не так далеко, как вам кажется. Происходит прямо рядом, в стенах вашего же вуза, техникума или вашей школы. Вы не одни. Берегите себя. До завтра.